Мы пригласили вас сегодня принять участие во встрече с заместителем секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана господином Али Багери. Он находится в Москве во главе делегации и любезно согласился встретиться с российскими и иностранными журналистами и рассказать им о ситуации, которая складывается в настоящее время в Иране, главное, вокруг ядерного досье Ирана. У нас вопрос по последним заявлениям, которые касаются военной угрозы в адрес Ирана. Были заявления о том, что готовится какой-то военный удар по Ирану. Даже приблизительные сроки тоже упомянули, говорили о сроке, что в декабре. Настолько по вашим анализам и информации действительно будет военный удар, и какие влияния или результаты и на Иран, и на регион будет, если действительно будет военный удар? Спасибо. С того времени, как образовался этот оккупационный режим, более 60 лет, сейчас у них самое плохое положение и по политическим, по экономическим, по социальным вопросам и по вопросам, по соображению безопасности. Но египетский народ, каирский народ, когда захватили посольство Израиля в Каире, показали о том, что причиной возникновения всех революций в этих ближневосточных странах – это Израиль. Те диктаторы, которые поддерживаются и Соединенными Штатами Америки, и Израилем, сегодня или отсутствует в этом регионе, или если не отсутствует и присутствует, они не имеют никакой силы. И поэтому, как выгнали посла Израиля, египетский народ из Каира, народы этих стран хотят, чтобы выгнать Израиля из этого региона. И поэтому, естественно, сейчас сионистский режим, естественно, имеет очень много слабых точек. И поэтому, если допустит сионистский режим такое упущение, уже вопрос его существования уже возникает. Не вопрос легитимности, а вопрос существования. В связи с отчетом МАГАТЭ были разные реакции. Что вы можете сказать на это? Мы считаем, оцениваем этот отчет как политический, чисто. Во-первых, в этом докладе, в этом отчете ничего нового нет. 4 года тому назад МАГАТЭ задал некоторые вопросы Исламской Республике Иран. Исламская Республика Иран ответила на все эти вопросы объемом 117 страниц. И поэтому мы считаем вот действия генерального директора МАГАТЭ как незаконные. Мы исходим из того, что МАГАТЭ, недостаточно изучив этот вопрос, предъявляет некоторые предполагаемые обвинения. Второй момент. Исламская Республика Иран письменно и устно ответил директору МАГАТЭ о том, что Иран готов осветить, прояснить все непонятные вопросы для МАГАТЭ. Но он не выслушал и все-таки опубликовал этот отчет. И поэтому генеральный директор МАГАТЭ даже никакого не упоминания имел относительно письма Исламской Республики Иран, чтобы до заседания ноября месяца уже осветить, прояснить все эти вопросы. Мы официальным письмом доложили до сведения МАГАТЭ о том, что до заседания ноября месяца готовы выяснить все непонятные вопросы для МАГАТЭ. Письмо здесь есть. Мы видим, что генеральный директор даже не упоминает этого письма в своем докладе, ничего не говорит. Это говорит о том, что и МАГАТЭ, и директор МАГАТЭ имеет политический подход к этому вопросу.
И второй момент, те документы, которые они выдвигают против того, что Иран не отвечает, или в отношении предполагаемых исследований, они являются фальшивыми, они не настоящие документы. Все эти документы исходят из одной страны, из Америки. И интересно, что до настоящего момента американцы не передали эти документы ни МАГАТЭ, ни Исламской Республике Иран. Почему они не передают Ирану, не показывают Ирану этих документов? Потому что они являются фальшивыми, они не настоящие. Поэтому мы не считаем этот доклад как техническим и в соответствии с законами МАГАТЭ. И второй момент. Как я вам сказал, раньше мы ответили документально о том, что, то есть на вопросы, поставленные МАГАТЭ Ирану, объемом 117 страниц. Опять мы видим, что такие вопросы опять присутствуют в докладе гендиректора МАГАТЭ. То есть многие страны мира вообще проявили протест против такого поведения гендиректора МАГАТЭ. Прежде чем этот доклад был против Ирана, этот доклад в первую очередь против законов МАГАТЭ и международных законов. Мы считаем, что некоторые страны пользуются в качестве инструмента эту организацию против определенных стран. Эта организация принадлежит всем государствам мира, не одной только. Дело дошло до того, что повлекло за собой официальная позиция правительства Российской Федерации по отношению к этому докладу. То есть Россия оценила этот доклад как не нейтральным и политическим. Такое же отношение имело и правительство Китая по отношению к этому докладу.